Здорово! Думаю, те 16 человек, которые на меня подписаны, должны знать, кто такой Серджикас. Если нет, что странно, то я сейчас расскажу. Это ютубер, который снимает видео по фотошопу, и у него примерно 161 тысяча подписчиков. Все, я рассказал все. В августе он проводил своеобразный конкурс на графический планшет, суть которого заключалась в нахождении пасхалки на его фотке. Вот, кстати, условия конкурса. Скачать работу, выложить к себе с надписью, что ты участвуешь, отгадать пасхалку и выложить ее к себе в сторис. Что ж, я действовал по правилам, нашел ID страницы в ВК, перешел, заснял в сторис, отметил его и ту девушку, и он начал тупо игнорить. Спустя где-то 6 минут игнора я решил написать той девушке, и оказалось, что я пришел вторым, хотя историю выложил первым. Оказывается, третий пункт про загрузку разгадки в сторис был... Оказывается, надо было написать ей. По этому поводу я написал Сергею, на что он мне ответил: ну так он же разгадал и догадался написать ей. Я ответил то, что думал. Окончательное действие было отправить в стори, то есть тот способ, которым я должен был оповестить о разгадке. На что он мне отвечает: надо было написать Алине. А что если у человека прозапангнозия, и он не распознает лица, и не мог догадаться, правильный ВК нашел или нет? Да, на отраженном ID, конечно, написано мужское имя, но там как бы тоже есть фигура девушки. И в таком случае, как он должен был догадаться, что именно тому человеку он напишет? Вы понимаете? В правилах написано 4 пункта, ну а 5-й вы сами додумываете. Можете взломать ее страницу и написать мне от ее лица о графическом планшете. Надо же догадаться, что делать после пункта, где ты оповещаешь разгадки. Как можно выиграть в игре, правила которой меняются и меняются не тобой? Дальше я подумал написать последнее сообщение и перестать с ним переписываться и тупо забыть. Окей, надеюсь, если будут в будущем подобные конкурсы, лишних пунктов не будет в правилах и все конкретно будет описано. Но он начал беситься и говорить, что я обижаюсь. Я попытался описать, как было бы правильно сделать, если ты не хотел писать в правилах написать сообщение. Я предложил сделать у нее на странице пост или в статусе написать типа «Привет всем с конкурса, победители, отзовитесь». Но он тупо забил и даже не стал читать эти сообщения. Что же я хотел сказать этим видео? То, что не всегда надо следовать правилам, и то, что вы не хотите быть навязчивыми, может вам навредить. Я не обижаюсь на этого человека, я на него до сих пор подписан, но мне действительно было неприятно. Хоть даже в качестве утешения и добавили мою сторис в инстаграм к этой девушке. Надеюсь, если он посмотрит это видео и захочет сделать еще один конкурс, то задумается над правилами чуть дольше и примет во внимание некоторые человеческие болезни. Но благодаря данной неприятной ситуации я купил себе графический планшет даже лучше того, что разыгрывал Серджикас. И благодаря этому мои работы выглядят, конечно, не так, как у него, но лучше, чем было до моей покупки.